Здесь проходят разделения, суд. Когда-то живые люди приходят сюда. Здесь нет времени. И это будет продолжаться до тех пор, пока душа не станет идеальной. Теперь ты дома. Всем привет! В этом видео будет две истории нового формата Dark Stories. По мистическим рассказам в нейросети я сгенерировал два видео. Первое видео — это история про девушку, которая попала в загробный мир. Вторая история — это неофициальный рассказ из записи дневника одного из сопровождающих гроб с телом поэта Сергея Александровича Есенина. После таинственной гибели Есенина его тело перевозили с Ленинграда, сейчас он Санкт-Петербург, в Москву в ночь 29 декабря 1925 года. Здесь автор описывает жуткие события с элементом мистики, которые были в ту ночь. Как я уже говорил, эти видео я сгенерировал при помощи нейросети. Повторяю это, потому что когда я скидывал тизер в свой телеграм-канал, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании под этим видео. Были вопросы, с какого фильма данные эпизоды. Повторюсь, это не взято с каких-то фильмов, это мною созданные видео по описанию истории в нейросети. Обязательно, друзья, напишите комментарий, как вам такой формат по созданию видео при помощи нейросети. Благодарю за внимание и всем приятного просмотра. Папа, ты где? Зачем звала меня? Нам нужно спасти ее. Мы не можем ей помочь. Ты же понимаешь, это не в наших силах. Но мы можем ей дать знак. Они уже здесь. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Дай мне свою руку. Не бойся, я покажу тебе кое-что.
Тебе нужно с этим смириться. Отсюда не убежать. Здравствуй, дорогая. Теперь ты дома. Мы так долго тебя ждали. Вот мы и встретились. Что со мной происходит? Это мир, который попадает после смерти. Когда-то живые люди приходят сюда. Здесь нет времени. Здесь проходят разделение, суд. После души попадает снова в мир живых. Но судьба каждого будет определяться по его заслугам в прежней жизни. Те, кто совершал плохие вещи, им предначертана нелегкая судьба в новой жизни. Те, кто жил с добром и не совершал злых поступков, у них будет хорошая судьба. И если они в новой жизни будут грешить, то снова вернутся сюда. И это будет продолжаться до тех пор, пока душа не станет идеальной для дальнейшего шага в высшее измерение. История номер 2. Обо мне. 1925 год. 29 декабря. Я был один из сопровождающих в перевозке тела Сергея Есенина в Москву. Гроб с телом находился в почтовом поезде, в траурном вагоне в конце состава. Абрам Эфрос и Андрей Соболь – это одни из сопровождающих тела Сергея Есенина. Разошлись по своим купе. Где-то в 11:15 ночи мы отправились в Москву. Я пил чай и читал газету. За окном мелькали зимние ночные пейзажи. В вагоне раздался жуткий вой. Я вышел из купе, чтобы послушать, откуда доносятся звуки.
Это был вой сквозняка. Дверь в тамбур вагона была открыта. Я закрыл дверь в тамбур и вернулся в купе. Сидя у окна и наблюдая, как образы деревьев мелькают во мраке, я начал засыпать. Меня разбудил сильный стук в дверь моего купе. Я спросил, кто там, но была тишина. Резкий выкрик со стороны тамбура, там, где траурный вагон. Я вздрогнул от испуга. После все утихло. Решил постараться заснуть. Уже спал, как меня разбудил голос. Где-то вдалеке. Поначалу было какое-то неразборчивое бормотание. Я прислушался и услышал, что это бормотание приближалось к моему купе. Где-то со стороны траурного вагона. Голос становился все отчетливее и отчетливее, будто кто-то шел в мою сторону и что-то говорил. Я услышал знакомый мне голос. Это был голос Есенина. Голос затихает, но я слышу шаги. Кто-то подошел к моему купе и начал царапать дверь. Дверь у меня была заперта. Дрожащим голосом я спросил: «Кто там?» Мне в ответ: «А я ведь считал тебя своим другом, Эрлих». Воскликнул голос за дверью. Позже все затихло. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит по пустыне. Снова начал мерцать свет, и я увидел сидящего человека в моем купе. На нем не было лица. Он хрипел. Я спросил: «Что тебе нужно?» В ответ услышал: «Меня предали». Я спросил: «Кто тебя предал?» «Эрлих». Вольф Эрлих был лучшим другом Есенина и его учеником. Ко мне постучали в купе, и все закончилось. Призрак исчез. После я еще долго не мог прийти в себя от увиденного. А то, что я видел и слышал, я решил никому не рассказывать. Но в своем дневнике я оставил эти записи. Что произошло в поезде в ночь с 29 на 30 декабря 1925 года, для меня остается загадкой.